Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря. Давайте узнаем на колоде добра, которые построены больше на позиции позитивной психологии, что вам пообещают карты, подскажут на эту неделю. И планетарно прекрасная неделя, несмотря на то, что у нас продолжается большая ретроградность планеты, как Юпитер, так и Уран, в знаке зодиака Телец. Телец управляется тоже, как и вы, Венерой, поэтому могут где-то чувствоваться или быть вопросы в эту неделю, которые тянутся длительное время. Все никак не решаются по части отношений, финансы или способы заработка. Вот такое может быть. Плюс 13 декабря у нас еще Меркурий уходит в ретро-движение и пробудет в ретро до 2 января 2024 года. Мы знаем, что Меркурий это как смена планов может быть какая-то, или задержка с деньгами, сбои информационных систем, могут быть сбои электронных систем расчета. Поэтому, в принципе, глобальные какие-то траты лучше не осуществлять. Ну вот как-то знаками внимания обойтись, но позитивный момент, мои дорогие, который как раз может побуждать завершить какую-то историю или расставить все по местам. Это новолуние, знаки зодиака Стрелец, 12 числа. И это позитивная энергия. Стрелец великий оптимист, и он словно передает нам через новолуние свою энергетику и приглашает избавиться от ментального мусора и вообще пессимизм-то вот вывести как-то, вымести из своей жизни и уделить внимание. И как будто для этого нам новолуние дает жизненную силу уделить внимание, повторюсь, своим желаниям. Поставить их на первое место. Вот как будто вы сами, мои дорогие весы, для вас на этой неделе это задача номер 1. Давайте узнаем. Первую карту мы достанем. Что важно знать? Или что будет в приоритете для вас? Может быть, настроение. Давайте достанем такую карту. Что важно знать для весов? Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться? Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать или радовать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения, а может быть, и кто-то скрывает, узнаем. И по основным сферам жизни смотрим энергетику, дела, работа, бизнес, энергия денег и личная жизнь. Давайте узнаем. Что важно, что в приоритете? Пятерка воды. Есть какое-то разочарование, есть, может быть, отчасти как ностальгия, да, хотел сделать или хотела, именно хотел сделать как лучше, назовем это так, а получилось где-то как всегда. Вот такой момент в той или иной сфере жизни, ну вот разочарование, это не крупная карта, она достаточно мелкая, но такое легкое сожаление. Я не могу сказать, что это вас захватит, или это будет чем-то для вас основополагающим, отнюдь нет. Но по этой карте, знаете, нам что говорят? Высвобождение горя. Позволить как будто нахлынуть печали. И через вот этот прилив эмоций, то есть какой вся наша жизнь, это как волна морская, приливы и отливы. И вот если на нас нахлынут эти эмоции, мы их как будто можем выплакать. Они точно так же нас освободят окончательно, уйдут навсегда из нашей жизни. Вот эти разочарования. Или, может быть, те где-то наши иллюзии отчасти мы думали, может быть, и прикладывали свои усилия в отношениях или в конкретном деле, в каких-то достижениях. Но в каком-то пункте у нас не получилось осуществить запланированное. И поэтому позвольте, наверное, вот как в этой карте, выплакать горе, если мы говорим о что важно знать. Иногда, правда, когда мы себя не сдерживаем, не стараемся быть словно рекламный герой, а мы добры к собственной душе. Мы понимаем, что, ну да, лучше где-то через всплеск вот этот эмоциональный оставить ситуацию позади
и больше к этому не возвращаться. Как будто с последней капли слез уйдут и разочарования. Вот приблизительно такой смысл карты. Но пятерка воды, опять же говорю, это не есть что-то глобальное. Это вы можете воспринимать, да, почему и говорит выплакать, предлагает нам карта. А по сути это как будто это какой-то маленький эпизод в вашей жизни, а ситуация какая-то будет развиваться намного лучше, чем мы можем предположить. Но может быть какой-то урок нам и приходится пройти. Неожиданность, колесница. Вот нам точно выплакал или всплакнул, или махнул рукой в конце концов и вперед. По карте колесница отпускай все прошлое, что уже не имеет смысла в твоей жизни. Может быть, вот в неожиданностях какое-то известие придет, сообщение или новость вы узнаете, и вам захочется провести знаменатель в чем-то. Это старший аркан, и он больше говорит об успехе, но это тот успех, который на будущее, это карта победы, но она предполагает, что было где-то и падение. Вот буквально она звучит так: я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно и умело. Не повторять каких-то ошибок. Может быть, из-за превышенного вашего доверия кому-то или чему-то, или, ну, может быть, и просчета, да, когда мы участвовали в каком-то проекте, а проект оказался не нашим, а чужим, например, правда? Или иногда и идеи наши воруют, увы. У каждого просто в своей сфере жизни. Но у вас как будто, знаете, быстрее освобождаясь от этого прошлого, что-то новое уже спешит на твой порог. Это у вас в неожиданностях. Какой-то успех. Может быть, чем меньше будет возврата какого-то дежавю, тем быстрее будет в чем-то реализация, мои дорогие. Чему сейчас не время? Пытаться удержать какую-то ситуацию, где-то быть маяком, да, или привлекать кого-либо к своей персоне. Что я имею в виду? Привлекать внимание к своей персоне. Потому что эта карта вообще победителя, как бы, или победы. Но в этой колоде эта карта отчасти маяка. Обратите внимание, как будто шары у нас, да, и корабль тут вообще, как будто летучий голландец. Интересно, он больше всех, вот ваш как будто, знаете, может быть, и ваша персона действительно интересно окружающим. Может быть, кому-то любопытно, может быть, еще бы языки бы распустили. Ну, правда, я такое говорю. Почему? Потому что в позиции «чему сейчас не время». Чем меньше о нас говорят, плохого или хорошего, как будто нужно занять нейтральную позицию, мои дорогие весы. Может быть, отчасти и переболеть какой-то пункт в вашей жизни, который не состоялся. Но мы не можем долго там застревать, вот в этих эмоциях. Тут надо все сделать быстро. Действительно, всплакнул и забыл, потому что на кону уже что-то новое. И успех и удача любят тишину, поэтому не привлекайте к себе внимание буквально. А что помогает? Паш огня. А это когда какое-то ваше решение, оно придет с учетом карты колесница, или какая-то возможность, добрая новость, событие, или ваша заинтересованность, все же Паш огня, это дела, работа, бизнес, деньги. Что-то вы захотите осуществить как проект, и это вас как новое вдохновение может захватить полностью, и это же будет и помогать. Может быть, у кого-то я буду делать карьеру, или я хочу добиться новых высот в бизнесе, в своем творчестве. Кстати, для людей творческих Паш огня это какой-то творческий инсайт, и он тоже вас захватит с головой. Это, знаете, начало само по себе, начало проекта. Есть по этой карте значение авантюры и риска, но это в позиции помогает, но я бы не сказала, что мы должны, вы, мои дорогие весы, с чем-то просчитаться. Все-таки шестерка огня говорит не привлекать к себе внимание. Значит, какой-то риск – это тот риск, который просчитан до мелочей. Что скрыто? Король воздуха. Очень красивая карта, посмотрите. У нас интересный король, как будто на нем маска совы. А сова – это, как известно, символ мудрости. И вот, наверное, как по новолунию в Стрельце мы сказали, убрать ментальный мусор. Вы поверите? Вот в этой колоде карт
убрать ментальный мусор из нашей жизни, говорит король мечей. Как будто это власть разума, интеллекта, правила, конечно, законы, но быть очень большим реалистом. Не поддаться, может быть, на какое-то на обещание или еще на какие-то вау-проекты, которые в реальности неосуществимы. Не повторить в чем-то ошибку, проводить прошлое и вымести пессимизм из своей жизни. Нет чего-то скрытого. Вообще это, мои дорогие весы, ваша карта где-то сигнификатор, и неважно, девушки меня смотрят или мужчины. Это энергетика воздуха. Она у вас, вы можете в себе сомневаться, понимаете, правда? Не случайно нам вот карты говорят. Не привлекать к себе внимание, это не значит, что в себе сомневаться. Нет. А это значит для вас сохранить собственные позиции, уверенность в себе и умение рационально видеть любые обстоятельства жизни. Нет ничего нарочито скрытого. Это вы можете где-то добавлять себе сомнений и мешать. Дела, работа, бизнес. Тройка земли, правда? Карта перспективы, карта новых проектов, карта обучения, карта, когда мы можем захотеть, как вот если даже вы раньше не думали строить карьеру или получить новую должность, или я вообще хочу полностью перестроить свою жизнь, правда? Вот, пожалуйста, этот импульс, посыл, как и для людей творческих, даже если вы творчеством не занимаетесь, значит, захочется именно себя как-то проявить, достигнуть популярности, быть, может быть, для кого-то медийным, известным человеком. Полностью перезагрузка, не случайно карта колесница. По этой карте вы сдаете на этой неделе словно экзамен. У кого-то буквально может пройти экзамен. Вы науки какие-то изучали и теперь получаете сертификаты, дипломы и будете более востребованным специалистом. Но есть еще и жизненный экзамен. И где-то вот мы уже об этом самом начале с вами говорили. И поэтому вот эта самая перезагрузка с ментальным мусором, с которым мы прощаемся, совершенно необходимо. Словно уже, знаете, новые возможности нас ждут. И это ведь карта, знаете, когда мы строим прочный фундамент нашего благополучия, и у нас все под контролем. Вот у вас дела, работа, бизнес. Знаете, не будьте небрежными, не делайте что-то наобум, на авось или надеяться на кого-то. Нет, здесь все зависит от ваших приложенных усилий и, мои дорогие весы, от вашего контроля. Вот он, рационализм. Финансы. Королева воды. Многим вот при этом раскладе на эту неделю выпадает эта карта, и эта карта любви к себе, самодоверия. Когда мы себя не тормошим понапрасну, не истязаем по поводу того, что у нас не случилось или не получилось осуществить, наверное, с душевным спокойствием принять то, что мы не в силах изменить. Эта карта на части, как и медитации, так и гармонии в душе. И когда мы, знаете, может быть, заботимся сами о себе или относимся к себе самим с большим состраданием, это карта эмоциональной безопасности. Она вам выпадает на финансы. Я могу предположить, что раз у нас все-таки выпадают где-то чувства, эмоции, поэтому явно время не для трат. Ну и с учетом ретроградности мы уже проговорили, что да, не лучшее время тратить большие деньги. А вот себя, мои дорогие весы, вам, самих себя, побаловать. Вот как будто самое время. Пусть это будет что-то небольшое, какой-то пустячок. Но тот пустячок, который для души будет вам, понимаете? Вот себя, может быть, поблагодарить, поставить на первое место, что какой-то сложный период вы выдержали. Или какая-то история, которая долго тянулась, но она у вас закончилась, и вы сумели, может быть, найти в себе силы и увидеть какую-то реальность, и правильно приоритеты расставить, ведь это для этого тоже очень важно, иметь внутреннюю силу духа, понимаете? И вот заодно это уже себя следует поблагодарить. И что-то же у вас, понимаете, стоит на повестке дня, на повестке недели, точнее. По аркану колесница в любой момент может что-то начать меняться, и это в неожиданностях. Причем это
неожиданности, когда я рассматриваю эту позицию, я имею в виду что-то со знаком минус, а у вас приходят возможности со знаком плюс, потому что колесница – это очень позитивная карта. И мы не можем окунуться в какие-то эмоции и там застрять. Поэтому нам и говорят, может быть, выплакать словно это горе, забыть и отпустить навсегда. Личная жизнь. У кого-то эта пятерка воды может проиграться как раз с личной жизнью. Были отношения, во что-то вкладывался или строили вместе планы на будущее, и вдруг вот нет. Или есть какая-то другая реальность. У кого-то из вас это может проиграться как, может быть, обстоятельства непреодолимой силы или какие-то сожаления, которые тоже случились раньше. И значит, тогда тоже карта где-то говорит, ну вот попробуй через эмоции, вот так вот, через то, что ты принимаешь себя, любишь себя, но отпусти какую-то прежнюю ситуацию, которая не может иметь продолжения. По десятке воздуха это своего рода итог. И у нас изображен ангел, как будто перышки вверху летают, да. Знаете, я бы сказала, вот с учетом всех этих карт, которые вам выпали, никому ничего не доказывать. Вот в целом нам говорят карты. Хотя нам, я понимаю, меня смотрят люди в паре или в отношениях, которые, может быть, у вас, допустим, ну, есть какие-то шероховатости, вы не смогли договориться. По десятке воздуха, знаете, тут могут проходить, кстати, в этой колоде как родные и близкие, но все же нам карта говорит об изящном завершении и одновременном новом начале какого-то нового проекта, нового качества жизни. Правда, есть перезагрузка. Еще по десятке воздуха идет прозрение, новое мышление. Поэтому для тех, кто в паре и у вас все хорошо, подведу итог. Может быть, есть какие-то обстоятельства извне, или обстоятельства вашего партнера, или еще какие-то детали вашей жизни, которые не столь глобальные, но как будто перезагрузка все равно какая-то происходит. Для тех, кто в сложных отношениях, тут, наверное, у каждого по-своему, будет зависеть не все от вас, а вот той ситуации, которая сложилась в реальности, и, может быть, отношение к вам партнера. Поэтому тут не загадаешь по этой карте. Для тех, кто один или одна, скорее какая-то ностальгия может быть именно с позиции того, что нужно ставить вот эту самую точку, с этого у нас началось, как будто невозможно пребывать до бесконечности в каких-то воспоминаниях. Тут может быть как прозрение, вы себя самого в отношениях можете увидеть совершенно иначе, с другой позиции. Может быть, вы и посчитаете, сколько я вкладывался, или сколько какая-то ситуация тянулась, сколько раз меня подводили. Вот здесь действительно какое-то прозрение, и это способствует тому, что меньше сожаления и больше любви к самому себе или самой себе. Перекладывайте, мои дорогие весы, на себя. Я вас люблю. И будьте вы счастливы и любимы всегда.